Как Лавров переобувается в воздухе, в Тбилиси полиция арестовала елку, а Израиль занимает часть Сирии. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Какая страна помогла повстанцам свергнуть Асада? Судьба американской военной помощи, будет ли продолжение? Каким на самом деле был святой Николай и где он жил? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Общий объем военной помощи Украине со стороны западных союзников с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года превысил $119 миллиардов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе «Рамштайн». Эти средства направлены на поставку различных видов вооружений, включая системы противовоздушной обороны, танки, артиллерию, боеприпасы и беспилотники. Поддержка союзников играет ключевую роль в укреплении обороноспособности Украины и противодействии российской агрессии. Министр обороны США Ллойд Остин говорит, что Соединенные Штаты и их партнеры будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить ее суверенитет и территориальную целостность. Из этой суммы в 119 миллиардов $62 миллиарда предоставили Соединенные Штаты, остальные 57 миллиардов пришлись на страны Европейского Союза, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию и другие государства. Ллойд Остин подчеркнул, что это поддержка, инвестиция в глобальную безопасность и защиту демократии. Также заявил, что США и союзники будут поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Цитирую дальше его: «Мы не оставим Украину наедине с агрессором». Конец цитаты Ллойда Остина. Но о том, как будет дальше и будет ли поддержка увеличиваться, какие планы у новой администрации президента США, пока непонятно. Есть советника по национальной безопасности Соединенных Штатов господином Олдсом, который четко сказал, что необходимо стратегическое решение, связанные с российско-украинской войной. Стратегические решения – это не дать еще какое-то количество оружия стране, мобилизационный потенциал, который катастрофически отличается от мобилизационного потенциала России. Стратегическое решение – это ее защитить. Запад просто должен принять решение. Либо он действительно защищает Украину, либо он принимает решение о окончании российско-украинской войны на условиях Москвы, отдавая себе отчет, что это приговор украинскому государству в отложенном, но достаточно скором будущем. Сирийские повстанцы перестали быть боевиками в заявлениях российского МИД. После падения режима Асада в Сирии официальная риторика Москвы сменилась на глазах. Вчера террористы, сегодня оппозиция и участники вооруженного конфликта. Срочные сообщения приходят из Сирии. В Дамаске стрельба, в город зашли формирования боевиков. В Сирии вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск. Лавров еще накануне утверждал, что российские военно-космические силы в Хмеймиме помогают уничтожать террористов, но уже в свежем заявлении МИД говорится о переговорах Асада с оппозицией, по итогам которых диктатор решил таки покинуть страну и передать власть мирным путем, якобы. Россия, конечно, якобы не участвовала в этом процессе, но теперь призывает все стороны решать вопросы политически. Кремль заметно нервничает и пытается срочно вписаться в новую реальность, чтобы не выглядеть проигравшим. Вместе с ними делает свои заявления и партнер Асада, Иран, который, как минимум, пообещал отомстить, а как максимум требует прекращения огня. Что же привело всех в замешательство? Все было очень динамично в последние несколько дней, и вы знаете, своего рода бегство Асада и заявление о крахе старого режима произошло на самом деле в течение нескольких часов. Я думаю, что решающим является рассмотрение двух вещей. Во-первых, будет ли возможно между Хаят Тахрир аш-Шам и другими повстанцами с одной стороны и силами старого режима, в основном премьер-министром Асада Гази Аль-Джалали, найти какой-то путь для плавного, свободного от насилия относительно мирного перехода власти.
Одна из российских военных баз в Сирии оказалась полностью окружена и отрезана от снабжения. Кремль не видит военного решения этой проблемы и, похоже, не собирается ничего предпринимать. На базе заблокированы около 800 российских военных. Их уничтожение уже началось. Проведение операции по деблокаде потребовало бы миллиардных затрат и непредсказуемых последствий. Вместо этого власти выбрали более экономный вариант – пару сотен звезд героев и памятные матрешки, что обойдется государству дешевле. Такой деловой подход режима – сохранить деньги, чтобы на эти деньги купить новых. Израильский премьер-министр приехал на границу с Сирией на Голландские высоты. Говорит, Израиль косвенно помог повстанцам свергнуть Асада, и Цахал занял буферную зону. Немножко. ВВС сил обороны Израиля нанесли удары по складам с оружием на юге Сирии и в Дамаске, сообщают местные СМИ. К тому же авиация поразила завод по производству химоружия. Это исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, ключевое звено в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и Хизбалле, главным союзникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку. Я вчера отдал приказ Цахалу занять буферную зону и стратегически важные позиции рядом с ней. Войска Цахал взяли под контроль буферную зону на голландских высотах в Сирии. Об этом пишут израильские медиа. Премьер-министр и министр обороны заявляют, что это был необходимый шаг для защиты израильских поселений от потенциальных атак. И я думаю, мы видим конец эпохи внутри самой сирийской территории, внутри сирийского народа. Я с нетерпением жду, когда она стабилизируется в будущем. Но самое главное, мы должны отвести взгляд от внутренней Сирии и посмотреть на Ирак, на Тегеран, на сам Иран, потому что это краеугольный камень, это источник всего негатива. В столице Сирии повстанцы объявили 13-часовой комендантский час. Он будет действовать с 16 по местному времени воскресенья до 5 утра понедельника. В Тбилиси на главную елку вместо игрушек повесили фотографии избитых журналистов и протестующих, пострадавших от разгона митингов. Акция стала немым осуждением действий силовиков и власти. Ответ полиции не заставил себя ждать, елку тут же взяли в оцепление, как будто опасаясь, что фотографии расскажут слишком много правды. Вместо праздничного настроения напоминание о подавлении свободы слова и насилии против тех, кто не боится выражать свое мнение. Теперь новогодняя елка в центре Тбилиси не символ праздника, а символ борьбы и боли. Народное антикризисное управление подготовило досье на 40 белорусских судей, которые штампуют политические приговоры. Материалы передали в ЕС для включения этих персон в новые санкционные списки. Включение в санкционные списки тех судей, которые виновны в политически мотивированных решениях, подтверждает, что судебная система Беларуси воспринимается демократическими государствами как инструмент репрессий режима Лукашенко. Сегодня санкционные списки Европейского Союза включают представителей судебной системы режима Лукашенко за участие в репрессиях и нарушении прав человека. На текущий момент ограничительные меры ЕС распространяются на 261 физическое лицо, среди которых 60 судей, вынесших политически мотивированные приговоры. В досье собраны доказательства репрессий, только так правовые государства ЕС смогут наложить санкции. По словам главы НАО Павла Латушко, это только первый шаг на пути к справедливости и ответственности для тех, кто обслуживает режим Лукашенко. В Турции нашли святого Николая. Местные археологи уверяют, настоящий Санта-Клаус все это время был в Анталии. Во время раскопок возле города Демре обнаружен древний саркофаг, предположительно принадлежащий Николаю Чудотворцу, святому, который стал прообразом Санта-Клауса. Саркофаг длиной около 2 метров нашли в пристройке к церкви святого Николая. Именно здесь, по легенде, был похоронен святитель в IV веке. Раскопки на этом месте ведутся с 1989 года, но лишь сейчас археологи приблизились к разгадке. Теперь специалисты изучают надписи на саркофаге, чтобы точно установить личность покойного и дату захоронения.
История на самом деле запутанная. Считается, что в 1087 году мощи Николая Чудотворца были тайно вывезены итальянскими моряками в Бари, но в 2017 году турецкие археологи заявили, святой никуда не уезжал. Его останки до сих пор находятся в Демре. Так что, возможно, Санта-Клаус никогда и не отправлялся в путешествие по миру, а все это время ждал археологов в Турции. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.